Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я покажу обзор и сборку самой дорогой модели от АВД. Это советский троллейбус ЗИУ-10. В магазине «Модельная лавка» такой набор стоит 5500 рублей, а по промокоду Даша у вас будет скидочка. Так что пошли смотреть, что там внутри. Итак, смотрим, что внутри коробки. Но сначала, как всегда, посмотрим на красивый бокс-арт. Здесь изображен троллейбус, и за рулем почему-то сидит Золушка из знаменитого фильма. Исполняет ее актриса Янина Жаймо, если я не ошибаюсь. Также тут изображен маленький Паш, тоже из этого фильма. Троллейбус в классическом раскрасе. Хотя мне почему-то больше запомнились они именно с голубой полосой, а не с красной. 61-й маршрут. И он действительно, кстати, ездит от метро «Сокол». Вот, ну, красивая картинка. И коробка, кстати, очень большая. И АВД тут рекламирует свои инструменты лишний раз. Так что вот, что у нас сбоку. А сбоку у нас декали. Тут классические приборы и разные технические надписи. И, кстати, заметьте, что тут другой маршрут нам предлагают сделать, номер 6, от кинотеатра Невы до Песчаной площади. А здесь тоже очень интересные анонсы других автобусов и троллейбусов. Собственно, ЗИУ-9 – это укороченная версия данного троллейбуса. Также вот пазики, лязы, лазы, ЗИС. И тут тоже, кстати, есть свои пасхалки, довольно-таки забавные. Не знаю, мне нравится их идея с этими персонажами на коробках. Итак, откроем коробку. И тут, кстати, не так уж и много деталей. Сразу, конечно же, хочется взять сам корпус. Кстати, заметьте, две детали сложены одна в одну, чтобы сэкономить место в коробке. Значит, и коробку можно было сделать чуть меньше. Так, мне понадобятся ножницы. Не умею резать левой рукой, так что уж простите. Так, и, собственно, вот они, две части. Это задняя часть троллейбуса. Вроде никаких сильных дефектов я не вижу. Вот. И передняя половинка. Тут, видите, есть эмблема завода-изготовителя. Сейчас видно. В общем, она есть. Вот. Вот так. Что красиво. Так, в сторонку. Дальше литничок с сиденьями и перегородкой. По сути, сборка этого троллейбуса будет в основном состоять из сборки именно салона. Видите, сиденья. Что тут, видите, какие-то поручни, сами рога. Это рога, или, как правильно сказать, только съемники. Так. Дальше. Очень много остекления, соответственно, и много уплотнителей, которые придется рисовать. Вот. Дополнительные только съемники. Надо посмотреть. Они железные. Кстати, очень даже классно. Прикольно. Все пружинки есть и все детальки. Супер. Чуть выпрямите, будет вообще идеально. Вот. Дальше опять какие-то части салона. Это гармошка. Вот. Пластиковая гармошка. Сейчас, наверное, надо открыть. Интересно же. Честно, я думала, она будет какая-нибудь резиновая. Но нет, она пластиковая, жесткая. Значит, троллейбус будет стоять ровно.
на дороге. Вот. Так, ну и самые большие две детали, которые, собственно, и занимают всю длину коробки, это салон и рама. Эти все одной деталью, не надо никакие двигатели вешать. Да, правильно, потому что там же электромоторы, но все равно привода какие-то должны быть. Ну, сборка обещает быть несложной. Не, все правильно я делаю. Наверное. В общем, вот такая вот машинка. Интересно и забавно. Давайте приступим к сборке. А начну я сборку троллейбуса с зачистки пола и салона и рамы от литьевых швов. Это необходимо сделать, чтобы модель после окраски смотрелась более презентабельно. Для этих целей я воспользуюсь надфилем от Machete. Также в дело пойдут шлифовальные губки от той же фирмы. Вообще шлифовальные губки я считаю находка в современном моделизме. При их помощи можно деликатно обрабатывать очень хрупкие детали. Кстати, такой инструмент от Machete можно купить в магазине «Модельная лавка». При первом заказе по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей. А если вы зарегистрируетесь и сгенерируете промокод и дадите его друзьям, и они тоже сделают свой первый заказ, то 200 рублей пойдут уже вам. Этакий Oriflame или Avon для мужчин. В процессе работы я буду вам рассказывать интересные истории и факты о троллейбусах. До подготовки этого материала я сама о многих нюансах работы рогатого общественного транспорта даже и не знала. Хочу сказать большое спасибо спонсорам моего канала, которые оформили спонсорство через кнопку «Спонсировать» на YouTube. Это очень вдохновляет, ведь если люди голосуют рублем, то значит мое творчество действительно кому-то приносит пользу. Троллейбус – рогатый брат автобуса, одно из средств миграции народных масс с места на место, объект азартной игры по типу русской рулетки, подрежь без последствий. СССР троллейбус появился в Москве в 1933 году. Курировал проект лично Никита Хрущев, а главным противником был Лазарь Каганович. И вот, чтобы его задобрить, в честь него и назвали первое рогатое изделие советской промышленности – ЛК-1. До войны почти все троллейбусы производились в Ярославле. После на стратегическом заводе номер 82 в подмосковном Тушино. Но в начале 50-х годов был перенесен завод в город Энгельс Саратовской области. Назвали его в духе того времени – завод имени Улицкого, впоследствии получивший название Тролза, сокращение от троллейбусный завод, но суть от этого не изменилась. В Европе муниципальный транспорт сейчас всячески продолжает развиваться. Заводы создают новые модели троллейбусов и трамваев, модернизируют старые, хотя так было не всегда. Вообще, что интересно, за границей не выделяют троллейбус в отдельный вид транспорта, и он имеет сквозную нумерацию с автобусами. Тип двигателя и наличие рогов на крыше не считается существенным отличием. К тому же появление автономного хода, электробусов и прочих дообусов стирает границу с автобусами еще больше. И это приводит к казусам, когда иностранцы, приезжая в нашу страну, вместо троллейбуса определенного номера садятся на автобус с тем же номером и удивляются, что приезжают не туда. В России городской электротранспорт с момента развала СССР не любят. Однако, несмотря на это, концентрация троллейбусов на душу населения в России и других странах экс-СССР по-прежнему зашкаливает за все разумные пределы по сравнению с остальным миром из-за советского наследия, когда троллейбус был почти в каждом областном центре. Тем более, что капиталисты в 60-е как следует постарались убрать троллейбус отовсюду, откуда можно, и в итоге в Восточной Европе концентрация троллейбусов значительно выше, чем в Западной. Например, в Германии троллейбус есть всего в 3 никому неизвестных городах. В Швеции всего в одном городке, который вряд ли знают даже сами шведы. Наконец, днище салона зачищено и можно приклеить сиденье. Тут их, кстати, очень много, так как троллейбус очень длинный. Детали я клею на специальный клей от Tamiya для АБС пластика. Но недавно я попробовала клей от Major Models, и он тоже неплохо подходит для этих целей, только он в 2 раза дешевле. Электропривод как-то угораздило сделать не дребезжащим, а рельсов для трамвайного оповещения всего района, что я еду, нет. Что, однако, компенсируется жутким гудением редуктора у главного троллейбуса этой страны со времен позднего СССР – ЗИУ-10.
Редуктор часто находится в запущенном состоянии и помимо гула издает жуткое рычание и обеспечивает вибромассаж пассажирам в салоне. Также трамвай-троллейбус проигрывает по красочности искр из контактов с проводами в ледяные дожди. Выигрывает по способности на развилках уезжать своими рогами не на те провода или вообще разбрасывать их в стороны. Стрелки на проводах, которые направляют штанги направо или налево, переключаются ходовой педалью. И выглядит это так. Стрелка всегда переключена направо, поэтому если вам надо направо, то вы проезжаете ее на выбеге, накатом с опущенной ходовой педалью. А если вам надо налево, то проезжаете ее с нажатой педалью, и она переключается. Вот, собственно, и все. В прогрессивных троллейбусных сетях установлены радиоуправляемые стрелки, указание поворота на которых осуществляется тумблером, который сам переводит стрелку. Максимальная скорость при прохождении такой стрелки 60 км в час, что позволяет ехать в основном потоке транспорта. При использовании старых стрелок скорость при прохождении поворота должна быть не более 5 км в час, что сильно тормозит другой транспорт. Данная технология достаточно дорога, и поэтому в России она присутствует, пожалуй, лишь только в Вологде. Оно и понятно, ведь нужно модернизировать всю контактную сеть в городе, а на такие троллейбусы, как ЗИУ-9, такие ништяки, пожалуй, ставить никто не будет. Когда троллейбус слетает с веревочек, все ждут, пока водитель троллейбуса зацепит их на место. Также токосъемные головки очень любят слетать со штанги и отправляться в произвольном направлении. На этот случай по дефолту предусмотрены уловители головок. Еще один признак троллейбуса из СССР, включая самые новые модели, это лестница сзади. И нужна она для того, чтобы водитель мог залезть на крышу и поставить сорванные штанги на место, либо заменить угли на головках штанг. В Европе же считается, что водителю на дороге не придется этим заниматься, а если и придется, то у него есть специальные крюки для зацепления штанг или пригибания их к земле. Ну а плановую замену угольков проведет уже работник депо, забравшись наверх по приставной лестнице. Троллейбусы в нашей стране не любят автомобилисты, так как троллейбус загромождает и без того неширокие дороги, и он очень медленный на стрелках и поворотах. А пассажиры по той же причине троллейбус очень медленно проезжает все стрелки и повороты, в отличие от маршрутки или автобуса. При этом на прямых участках без стрелок и поворотов троллейбус как раз таки быстрее автобуса за счет отсутствия передач, и разгоняется он до крейсерской скорости значительно быстрее. Из этого вытекает, что по времени хода троллейбус примерно равен автобусу. Старые троллейбусы в случае ДТП впереди могут не суметь его объехать и встанут. Новые смогут за счет небольшого запаса аварийного автономного хода. Но много ли новых троллейбусов в современной России? Кроме того, для большинства пассажиров троллейбус это древний ЗИУ-9 и его многочисленные клоны 90-х и 2000-х с ревущим движком, жаркие летом и холодной зимой, в то время как автобусы, которые стоят дешевле, в городах хоть как-то обновляют на новые, и ровесников ЗИУ-9, такие как Икарус или АЗ-677, уже почти нигде и не встретишь. А сейчас я монтирую элементы рабочего места водителя, а именно перегородку, торпеду, руль и, конечно же, сиденье водителя. Ну и, конечно же, троллейбус, как и трамвай, не любят чиновники. В самом деле автобусы, особенно пазики и газели, закупать дешевле, а даже если купить большой современный автобус подороже, то он и ездит по той же дороге, что и все. То есть не требует своей, более никем не используемой инфраструктуры. То есть не нужно постоянно обслуживать и поддерживать провода и тяговые подстанции, из-за допотопного состояния которых. К тому же троллейбус все равно очень медленный и непопулярный. При этом закрывать троллейбусные сети стали не в нищие 90-е, наоборот, тогда успели открыть новые троллейбусные движения с нуля в Великом Новгороде, Смоленске, Сызрани, и чуть было не открыли троллейбус в Пскове и Череповце, а в жирные 90-е. В этом плане показателен пример Сызрани, в котором в 2001 году троллейбусы открыли, а в 2009 одумались и закрыли обратно. Также в 2009 году троллейбусов лишилась Тюмень, причем злые языки это приписывают будущему погромщику троллейбусов в Москве Собянину, хотя тот к тому времени уже 4 года как покинул кресло губернатора Тюменской области и вообще переехал в Москву. Впрочем, троллейбусы в Тюмени заменили не на маршрутки, а на крутые новые автобусы. А вот тут я уже работаю с дисками троллейбуса. Я срезаю надолбы, так как на них тяжело будет потом одевать покрышки, и рассверливаю пазы у дисков под оси, потому что если этого не сделать, то оси не войдут в диски. Для этой операции мне пригодится ручная дрель, хотя иногда бывает достаточно круглого надфиля.
Самым показательным примером борьбы с проводами в небе стала Москва в 2010-х годах. Началось все с того, что по программе «Моя улица» стали ремонтировать улицы в центре города, превращая их в уютные европейские улочки с плиточкой, широкими тротуарами и узкой проезжей частью, а также прочими ништяками. Казалось бы, отличное дело, но по окончанию ремонта почему-то забыли вернуть на улицу троллейбусные провода, а вместо троллейбусов стали запускать автобусы с теми же номерами маршрута и маленькой буквой «Т» перед ним. Сначала автобусы забегали по Моросейке, Покровке и Пятницкой, потом еще по паре улиц, потом еще, и в результате в пределах Садового кольца троллейбусов осталось ровно на 2 улицах – Большая Полянка и Большая Якиманка, а по Садовому кольцу вместо троллейбуса «Б» стал бегать автобус с тем же номером. Но этого показалось мало, и троллейбусы стали заменять автобусами и на окраинах. При этом под шумок закрыли пару троллейбусных парков. И тут вдруг жители стали возмущаться, что вообще-то дизельные автобусы загрязняют воздух, и заменить ими троллейбусы не нужно. Поэтому в последние несколько лет троллейбусные, а в какой-то момент затем и автобусные маршруты стали заменять на электробусные, которые и экологически чистые, и бегают быстро, как автобусы, и не привязаны к проводам. Правда, пришлось вбухать кучу денег не только в сами электробусы, но и в постройку зарядок для них на конечных станциях. То есть в ту самую инфраструктуру, из-за которых вроде бы и убирали троллейбусы. Наконец, в 2020 году троллейбусы в Москве добили окончательно, оставив только небольшой ретро-маршрут Т вокруг Казанского вокзала. Но любителям поностальгировать по большому счету безразлично, их же не на маршрутки пересадили, а на вполне себе большие автобусы. В некоторых городах посмотрели на Москву и тоже решили закрыть троллейбус. Так поступили в Перми в 2019 году и в Твери в 2020 году. В обеих случаях компенсировали троллейбусы большими автобусами. При этом есть города, где троллейбус не только прекрасно себя чувствует, но и является доминирующим видом транспорта. Яркий пример – Чебоксары, где в центре города троллейбусы ездят толпами, а на юге страны расположился уютный город Черкесск, где троллейбус также является основным видом городского транспорта. В вашем городе остались еще троллейбусы, а если нет, то напишите, когда их заменили на автобусы. Теперь я примеряю корпус троллейбуса на салон и приклеиваю внешние элементы на крышу. Пластик к металлу я приклеиваю при помощи клея «Момент». Вот и сборка троллейбуса подошла к концу. Красить я его буду в одной из следующих серий, а она не заставит себя долго ждать. А окраска тут выдалась, кстати, довольно сложной. А с какими трудностями я столкнулась, я расскажу в будущем видео на моем канале. А самые наблюдательные могли увидеть результат окраски у меня уже в Инстаграме. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите мои видео до конца.